Друзья, привет! У меня сейчас в руках самая маленькая цепная аккумуляторная пила. В этом видео покажу, как она работает, на что она способна, посмотрим, что внутри и подытожим, стоит ли ее покупать. Ну и чтобы не пропустить важные нюансы, смотрим видео до конца. Приобрел пилу на AliExpress, по цене обошлась с одним аккумулятором $41. Купил с одним, потому что аккумуляторы запасные у меня уже есть, подходят от моего шуруповерта. Пила пришла очень быстро, 3 дня с момента заказа и посылка на почте, потому что доставка из местного склада. Упаковано в такой простой коробке. Пришло все как указано на сайте. В пакете шина, ключик, отвертка, цепь, сама пила, заказал зеленую, потому что на тот момент черной не было в наличии, зарядное устройство, аккумулятор и инструкция на английском. Пройдусь по порядку. С виду пила, как по мне, такая себе, китайская. Корпус полностью из пластика. Какой это пластик, время покажет. Прорезиненных вставок нет, но в руке держать довольно-таки удобно. Хват в целом как у шуруповерта. Крышка прижимная, только под одну шпильку. Весит пила в собранном состоянии вместе с аккумулятором чуть больше килограмма. Аккумулятор. С виду качество сильно не заметишь, за исключением наклейки на боковой части. Для меня наклейка в таком виде это Филькина грамота. 24 вольта, их там скорее нет. Думаю, это для отвода глаз. Одним словом, маркетинг. Чуть позже обязательно тоже вскроем и посмотрим, что там внутри. Вот такой у меня шурик, от которого хорошо подходит аккумулятор к этой пилке. Тут описание на боковушке вылета. Шуруповерт тоже китайский и, кстати, неплохой. Аккумуляторы визуально очень похожи. По весу, если точно, от шурика всего на 25 грамм тяжелее. Зарядное устройство на 21 вольт 1,5 ампера. Длина кабеля около 70 сантиметров. На передней части индикатор заряда. При заряде горит красным, после полной зарядки переключается на зеленый свет. Отвертка и ключик детские, но скажу честно, этого хватает. При заказе мне казалось, шина будет побольше, но увидел ее, был немного ошарашен. Она действительно очень маленькая, длина всего 13 сантиметров или 4-дюймовая. Отмечу, направляющей звездочкой, как у стандартных больших шин, ее тут нет. Цепь имеет всего 28 звеньев. Звенья отличаются от стандарта, они идут поменьше. Я поначалу спереживался, где такую цепь найду, если что. Но оказывается, как шины, так и цепи разных размеров, на AliExpress там их полно. Цепь сюда подходит 4-дюймовая, шаг 1/4. На примере вот нашел продавца, у которого разные шины и цепи. Хочу попробовать желтую цепь, она чуть дороже, надеюсь даже лучше. Держать пилу в руках в принципе как шуруповерт, плавный ход присутствует, пока новенькая работает резво. Чтобы поставить шину, нужно только открутить гайку на 10 и снять крышку, звездочка здесь на 7 зубьев. Шина ставится стандартным образом, чтобы попасть одним отверстием на натяжную шпильку. Точно все то самое, как в моей стандартной электропиле. Далее надеваю цепь, после чего прижимаю все это крышкой и подтягиваю цепь. Цепь подтянул и теперь остаточно дожимаю гайку. Здесь нужно осторожно, чтобы не переборщить. Немножко поюзал на холостом ходе, цепь ослабилась. Нужно будет снова слегка подтянуть. Вот, надеюсь, вам видно от цепи брызги масла. Потому что цепь новая и она в масле. А автоматической смазки шины нет, просто не предусмотрено. И за это, конечно, поставлю жирный минус. Чтобы разобрать пилу, здесь нужно обязательно снять звездочку. Но перед этим придется вытащить штопорное кольцо. После чего выкрутить все винтики. Вот и пила разобрана. Здесь особо ничего хитрого. Моторчик, кнопка, пайка вроде неплохая. Чтобы посмотреть более глубже, нужно открутить еще несколько винтиков. Да, здесь действительно все просто. Вот вам и вся пила. Шестерни хорошо, что металлические, но смазки, как по мне, маловато. Я так думаю.
Напрямую работает довольно тихо, плавный ход есть. Остановка вроде резкая. Вижу снизу подшипник. А дальше разбирать смысла, наверное, нет. Мне бы хотелось услышать ваше мнение. Что вы думаете о этих деталях? Надолго ли хватит такой игрушки или нет? Напишите в комментариях. Будет интересно и не только мне. На корпусе мотора выбита дата выпуска, и все. Кнопка пуска, покажу ближе, возможно кому надо. На другой стороне натяжной винт и сквозной для притягивания шины. Ну, вроде все показал. Сейчас додам немножко редукторной смазки и можно собирать обратно. Вот к нам прибежал рыжий помощник. И что бы я без него делал? Окей, уже мне кажется с смазкой перебор. Но ничего, может вреда не будет. Пила собирается так же, как разбирается, только в обратном порядке, так что показывать нечего. Посмотрим лучше, что там у нас в аккумуляторном блоке. Открутив 4 винтика, нас тут встречает микросхемная плата. В микросхемах я, конечно, не силен. А с нижней части аккумуляторы 18650 по 3,7 вольта. Их тут 5 штук. В совокупности получается 18,5 вольт. Вот, а на корпусе сверху нам втирают 24 вольта. И доверяй после этого китайцам. Но в целом как бы все собрано довольно неплохо. Реальную емкость проверить нечем, так что прошу извинения. Засекал по времени, полностью разряженный аккумулятор заряжается в пределах 2,5-3 часа. Ну что, давайте проверим, насколько хватит этого аккумулятора при работе на одной зарядке. Заодно и посмотрим, как она пилит. Отмечу, цепь уже не новая, так как успел проехаться по гвоздиках. Итак, начнем.
Ну что, аккумулятор все, пришло полчаса и разрядился. Вот сколько на одной зарядке напилил. Одним зарядом на родном аккумуляторе пила напилила примерно 1,5-2 мешка разного диаметра древесины. Дерево здесь разной породы, клен, акация, доска и бруски из ели, вот такое. Я думаю, так как цепь не такая острая, как должна быть, результат для такого инструмента неплохой. Поработал пилой и еще несколько дней, что могу сказать. В работе нужно крепко держать руку, так как на тонких ветках может соскочить пила в сторону. Периодически нужно смазать вручную цепь маслом, ну и работать без фанатизма. Не прижимать очень сильно, так как это не промышленная пила. В процессе нужно давать ее отдыхать, чтобы сильно не нагревалась. Ну и за натяжкой цепи следить. Итак, какие в этой пилы преимущества и недостатки? Из преимущества. Самое главное, она маленькая, всегда может быть под рукой. Если сравнить с штилем, недорогая. Из недостатков. Малые обороты. Не предусмотрена смазка, греется шина. Нет индикатора разрядки. Нет защиты от случайного нажатия на кнопку. Хотя и маленькая игрушка, но пальчики оттяпать можно. Так что аккуратнее. Теперь подытожим. Если не торопясь, то такой пилой пользоваться очень комфортно. В некоторых случаях пилой могут запросто владеть и женщины, без особых усилий. В частном доме будет точно многим полезен инструмент. Уверен, эта новинка с временем будет чуть не у каждого дачника или того, кто просто работает с деревом. В целом я покупкой доволен. Если пила не сломается в течение длительного периода, она точно заслужит своего внимания и к покупке могу смело порекомендовать. А пока вам к покупке эту модель еще рекомендовать не стану. Так что покупать вам или нет, здесь решать только вам. А дополнительные отзывы от реальных покупателей можно почитать у продавца на сайте. Ссылку для ознакомления оставлю ниже под видео. Если у вас есть вопросы, спрашивайте, я всем стараюсь отвечать. Спасибо за просмотр, надеюсь на адекватную оценку. Если еще не подписаны, не забываем подписаться, ведь здесь еще много чего будет интересного. До новых встреч, всем пока!